Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Сегодня я буду делать шумоизоляцию канализационного стояка материалом, который специально для этого предназначен. Те люди, которые живут в многоквартирном доме, знают, что вот эта вот труба является одним из источников шума в квартире. Причем из-за того, что труба тонкая, создается как структурный шум, так и воздушный. Самое интересное, что в старых домах, где канализация чугунная, структурного шума меньше, чем в новых пластиковых трубах. В нашем случае санузел совмещен, и дверь выходит непосредственно в жилое помещение. Поэтому здесь к вопросу шумоизоляции надо подойти серьезно. Давно я показывал в своем ролике самый простой вариант звукоизоляции из вспененного полиэтилена. Этот способ дешевый, но не на 100% эффективный, так как снимает только часть звукового шума. Также для шумоизоляции стояка используют автомобильную шумоизоляцию. Она как раз таки лучше убирает структурный шум. Но этот вариант дороже. Материал, которым я буду сегодня работать, специально производится для шумоизоляции канализационного стояка. И поэтому защищает как от структурного шума, так и от воздушного. Ну что, можно приступать к работе? Поехали! Комплект шумоизоляции продается в отдельной коробке, рассчитан на 3 погонных метра трубы диаметром 110 мм. Производитель компания Техносонус. А теперь посмотрим, что находится в этой коробке. Металлизированная клеящаяся лента, кисть для нанесения клея, клей в железной банке, пластмассовые хомуты и непосредственно сам звукоизоляционный материал. Это комбинированная мембрана TechSound FT55 с алюминиевым покрытием. Состоит из войлока, тяжелой мембраны и армированной алюминиевой фольги. Инструкция по монтажу напечатана на коробке. Она очень простая, сейчас сами все увидите. Начинаю с того, что протираю трубу от мусора. Если есть конденсат, то его тоже нужно убрать. Предварительно примеряю кусок шумоизоляции к трубе. Отмечаю с края листа по 5 см. Затем прорезаю войлок и снимаю 5-сантиметровую полоску. После этого наношу клей на лист. Сильно пропитывать не надо, только сверху для лучшей фиксации. Затем наношу клей на трубу. Производитель рекомендует приклеивать лист через 20 минут после нанесения клея по принципу контактной склейки. По своему опыту скажу, что клей настолько мощный, что сразу же намертво приклеивает лист к трубе. Плотно оборачиваю шумоизоляцию вокруг трубы. Металлизированной лентой склеиваю все стыки. Дополнительно стягиваю шумоизоляцию на трубе пластмассовыми хомутами. Торчащие хвостики отрезаю при помощи кусачек. Хомутов в комплекте достаточно, чтобы стянуть 3 погонных метра трубы. Вот что у вас должно получиться. Далее всю процедуру повторяем со следующим листом. Снимаем 5 см и наносим клей. Затем наношу клей на трубу. После приклеиваю шумоизоляцию. Здесь я сразу полностью закрываю ревизию. В случае, если когда-нибудь понадобится ее вскрыть, достаточно будет просто прорезать шумоизоляцию.
Обматываю все стыки металлизированной лентой и стягиваю хомутами. Далее отмеряю последний кусок. Куски между собой должны заходить нахлёст. Отрезаю необходимый размер и проделываю всю ту же операцию, что и с предыдущими кусками. Срезаю войлок. Наношу клей на трубу. Приклеиваю к трубе. Проклеиваю металлизированной лентой и стягиваю хомутами. Цена шумоизоляции 167 белорусских рублей. Это примерно $80. Вот работа и готова. На всю шумоизоляцию этой трубы я примерно потратил с подготовительными работами около 2 часов. Работать с ней легко за счет того, что вы на трубу наносите клей. Вот здесь вот есть КТРы, держатели труб. Они как бы мешают. За счет вот клея и того, что сама звукоизоляция такая пластичная, получается, что вы все оборачиваете. И дополнительно фиксируете скотчем и хомутами. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!